Привет, друзья! Сегодня у нас особенный выпуск. Я хочу рассказать вам про наш автодом после 2 лет реальной эксплуатации. За это время мы проехали 28 стран и более 70 тысяч километров. Накопилось много опыта, хочу с вами им поделиться. Вы узнаете, какие плюсы и минусы есть у этой конфигурации автодома, что я хотел бы изменить или улучшить. Но это еще не все. Есть важная новость. Мы рассматриваем продажу нашего автодома. Дело в том, что мы до сих пор не получили американскую визу, и наша поездка до Аляски пока откладывается. А это значит, что именно у вас появляется уникальный шанс отправиться в грандиозное путешествие от Мексики до южной точки Аргентины, где можно буквально почувствовать дыхание Антарктиды. Я вот тут подумал, что наше предложение может быть интересно не только для тех, кто мечтает о путешествиях, но и тем, кто всерьез задумывается о переезде в одну из стран Латинской Америки, например, Мексика, где можно получить вид на жительство довольно-таки быстро и просто. А можно ведь и не спешить с выбором, просто поездить по разным странам, пожить везде и потом уже определиться, где вам больше нравится. При этом не нужно тратить много денег на аренду дорогого жилья. Дом на колесах дает вам полную независимость и свободу. Все подробности расскажу в конце выпуска, так что оставайтесь с нами до конца. А сейчас вперед, поехали, начнем обзор нашего необычного автодома. Хочу сразу сказать, для тех, кто первый раз на нашем канале, что наш автодом и его внутренняя конфигурация значительно отличается от тех, которые видели до этого. Этот производитель автодомов в своем роде уникален. Итак, друзья, перед вами модель Mercedes Sprinter 2011 года. Общий пробег 180 тысяч. Моих 70. Я брал ее из первых рук. Предыдущий владелец был старенький немец, который очень любил и ухаживал за этой машиной. Поэтому она досталась мне в изумительном состоянии. Соответственно, я тоже продолжаю его путь. Ухаживаю как могу. Эта модель мне понравилась тем, что она абсолютно не отличается от обычных маршруток и не привлекает внимания. У нее нет никаких накладных окон, люков или других атрибутов дома на колесах. И мой выбор оказался правильным. Нас крайне редко кто-то останавливал. В Мексике это случилось за 6 месяцев всего лишь 2 раза. При этом ты показываешь бумагу, которую ты получил на границе, на временный ввоз, и тебя отпускают дальше. Автодом наш 6 метров длиной, мотор 2.1 дизель, 163 лошадки. Единственная деталь, которая его выдает, это маркиза. Но она покрашена тоже в цвет автобуса, поэтому не такая заметная. У нас установлены немецкие номера, но, как показала моя практика, можно было бы сделать под местный формат те же буквы, цифры, только формат номеров был бы местный, и тогда вообще было бы незаметно, так как на дорогах таких машин здесь в виде маршруток очень много. Сзади мы имеем съемный фаркоп и вот такая вот ступенька, платформа, и мы ее очень часто используем для того, чтобы мыться наружным душем. Стоишь на ней и поливаешь себя. За 2 с лишним года мотор показался с наилучшей стороны. Не происходило никаких проблем. Менял только фильтр вовремя и масло, которое я старался покупать оригинальное на Мерседесе. Буквально 2 недели назад вышла из строя сервопомпа, и я ее здесь заменил на Мерседесе. А также месяца 3 назад заменил рулевые тяги. Начал появляться небольшой люфт, поэтому принял решение заменить. Все, в остальном все сухо, мотор не течет, ничего не капает. 1 раз заливаешь масло, и его хватает до следующей замены. А что касается резины, то мы въезжали в Южную Америку с новыми шинами в Монтевидео. В процессе нашего путешествия мы меняли 2 раза по паре. 1 раз спереди, другой раз сзади. В данный момент здесь почти новая резина стоит, Dunlop, с хорошим профилем. А также мы меняли все 4 амортизатора. Это было еще в Колумбии. С тех пор прошло уже 20 тысяч километров, поэтому все в норме. Что касается мастерских во время нашей поездки, они в принципе везде есть и все необходимое могут вам отремонтировать. Конечно, может быть, не в таком качестве и не так быстро, как хотелось бы, если это что-то сложное, потому что мы встречали много путешественников, у которых были большие проблемы и которые не смогли отремонтироваться, и приходилось им отправлять свой автодом на корабле обратно домой.
У нас, слава богу, таких случаев не было. Мерседесы, которые встречаются на пути, салоны, в них, как правило, продаются только новые машины. И на старые машины, как наша, запчастей не найти, только необходимые фильтры, например, масла, ну, еще что-нибудь. Но хорошо, что у нас, говорю, все было в порядке, поэтому проблем не было. А вот и маркизы, которые мы довольно часто используем. Очень удобно, классно. Довольно большую площадь теневую создает. Поэтому без нее прямо грустно было бы. Она у нас мануальная, с ручным приводом, но все работает изумительно. Потеряли мы один колпак где-то в Колумбии, поэтому приходится ездить вот так некрасиво. Итак, друзья, мы находимся в кокпите нашего автомобиля. Здесь все как всегда. Mercedes Sprinter, руль, педали, круиз-контроль, автоматик, подогрев сидений, кондиционер, парктроник спереди, сзади. Аудиосистема, которую я хотел бы, наверное, заменить вместе с динамиками, уже устарела и пора на замену. Вот. Что еще? Мы используем вот такие зарядные устройства. Это быстрые зарядки, 120 Вт. Под сиденьем у нас находится еще один 12-вольтовое подключение. Здесь у нас вторая зарядка. Тоже такая быстродействующая, 120 Вт. Очень хорошо заряжает компьютеры, телефоны быстро. Это фирма Baseus. Прямо супер, рекомендую. Под сиденьем пассажира у нас находится бортовой аккумулятор на 145 ампер. Он у нас АГМ, и я его заменю через месяц. Уже заказал новый 300-амперный литиевый аккумулятор. Как вы знаете, в обычных автодомах позади находится стол, и чтобы за ним сидеть вчетвером, необходимо развернуть оба сидения в сторону салона. В нашем случае достаточно одного сидения. Это можно не трогать. Сейчас я вам покажу почему. В конфигурации нашего автодома за креслом водителя находится вот такой ящик, рундук, в котором мы храним основные наши продукты. Он очень вместителен, и сюда помещается практически все, что мы покупаем. Как вы видите, пространства достаточно много. За столом теперь может поместиться не 4, а 5 человек. Тем более сам стол мы можем сдвинуть. И вот что получилось. Мы сдвинули стол, и теперь всем достаточно места за ним. Чтобы защитить себя от любопытных взглядов с улицы, мы сделали вот такие вот шторы. Они плотные и закрывают полностью вид спереди. Между собой они крепятся на магнитах. Очень удобно, быстро. И все. Вот так вот мы можем уединиться, так как окна полностью затонированы, то снаружи не видно ничего. За сиденьем водителя я разместил огнетушитель. Как вы понимаете, это место легко превращается в спальное место. Я его разложу чуть позже. А пока посмотрим, что здесь еще находится. Под столом за этой блендой расположился преобразователь на 1600 Вт, который мы используем для кухонных гаджетов, например, блендер, миксер, а также Оля использует для фена, стайлера. Для компьютера мы уже не используем эту зарядку, так как есть более прогрессивные способы. А здесь на входе расположился сейф. Это такой стальной ящик, примерно 70 сантиметров, с замком, весь из стали. Надежная вещь. Сюда можно класть ценные вещи. Ну а теперь перейдем к одному из интересных мест нашего автодома. Это спальному месту, которое расположилось вверху, там, где находятся споты. Сейчас я покажу вам, как это функционирует. Итак, кровать у нас находится вверху, прижата к потолку. Чтобы ее опустить, надо нажать кнопочку, и она начнет медленно опускаться. Примерно 20 секунд, и она будет в самом нижнем положении.
Все, кровать готова. Обычно перед сном мы устанавливаем спереди шторки. Сейчас я это делать не буду, так как больше света упадает. Могу вам больше показать. Над дверью с каждой стороны находится электромотор. И от него отходит два вот таких рычага. Сам мотор находится вот за этой блендой. Такая же история с правой стороны. И когда нажимаем на кнопку, кровать поднимается либо опускается. На углах расположены поддерживающие ремни, на которых опирается кровать в разложенном положении. Какие плюсы и минусы в этой конструкции? Ну, когда кровать опущена, в принципе, можно спокойно проходить слева от нее, достаточно места. Это не является помехой, не обязательно нагибаться. Второе, место внизу, диванчик, он не загораживается кроватью, и поэтому можно спокойно работать за столом. Как вы видите, кровать мне абсолютно не мешает. Здесь достаточное расстояние, чтобы лежать на диване, либо работать за компьютером. Как же устроена эта кровать? Сейчас мы заглянем под матрас и видим, что это короб. Здесь ремни, на дне установлены пластиковые контуры ортопедические. Ну, пожалуй, все. Там, где крепление к рычагам скользящие. Дальше сам матрас. Это заказной матрас. Вот такая компания. Сделан на заказ. На нем спится уже 2 года без каких-либо проблем. Лучше, чем дома. Простыни, которые мы используем, это тоже не простые хлопчатобумажные, а материал сделан из бамбука, что позволяет в жаркие ночи получать прохладу. Он не нагревается, этот материал удобный, поэтому тоже присмотритесь, кому это важно. Спать на них просто одно удовольствие. В нашем путешествии мы используем пуховое одеяло из Канады, которое сделано из гусиного селективного пуха, что позволяет быть им очень легкими. Даже в теплую погоду можно спать. Хорошо пропускают воздух, и поэтому под ними не жарко и не холодно. А материал, из которого сделан пододеяльник, он тоже особенный. Это микромодал. Он не изнашивается, быстро сушится, не мнется, на ощупь как шелк. Видите, воздушный. Сон для нас очень важен, поэтому кровати мы уделили очень много внимания и времени. Сейчас я покажу, какие размеры у нее, чтобы вам было более понятно. Итак, высота от потолка до матраса почти 70 сантиметров. Ширина кровати 1,30 м. Но это еще не все. С каждой стороны примерно по 25-26 сантиметров свободного пространства, что позволяет вам свешиваться и не опираться на корпус, на стены автобуса. Длина кровати 2 метра 10 сантиметров. На ней может расположиться 2 человека. И вес, который она выдерживает, не менее 150 килограмм. Точного я не знаю. Но у этой конструкции есть и 2 минуса. Первый из них – невозможность управлять автомобилем, когда кровать находится в разложенном положении. Этот вопрос нас сильно волновал перед тем, как мы поехали в путешествие. Но за 2 с лишним года ничего не произошло, чтобы нас разбудило ночью и попросили там переехать или какие-нибудь экстренные случаи. Поэтому этот минус мы пока откидываем. Второй минус – это… Сейчас я вам покажу. Второй минус этой конструкции – высота, которая составляет от пола до нижней кромки кровати 1,72 сантиметра. Для Оли это комфортно, а мне уже приходится нагибать голову. Но это не самое страшное. Вот это было препятствием поначалу, пока не привык. Дело в том, что частенько ударяешься головой, когда проходишь. Но со временем это уже незаметно становится, голова становится деревянной и нечувствительной к ударам. Но все эти минусы и компромиссы просто ничто с тем пространством, которое мы приобрели с этой конфигурацией. Находясь, например, спереди, ты можешь спокойно глядеть до окраин, и ничто не перекрывает твой взор. Никакие души, туалеты и так далее, шкафы. И даже чисто психологически в таком пространстве гораздо приятнее и полезнее находиться, когда меньше мебели, ничто на тебя так сильно не давит, больше воздуха, очень комфортно спать.
Продолжим нашу экскурсию по этому автобусу. Вот так раскладывается нижнее спальное место. Достаточно нажать вот эту черную кнопочку и опустить столик. А затем происходит следующее. Мы берем спинку дивана и кладем его на место стола. За спинкой спрятались постельные принадлежности для верхней кровати. 2 подушки и одеяло. Если их вытащить, то длина этого спального места увеличивается более чем на 2 метра. Диван получился довольно просторный. Здесь очень удобно посидеть вечером, посмотреть кино, поиграть в домино. Вот такая просторная зона отдыха у нас получилась. Какой же размер у этого чудо-дивана? Сейчас измерим. Ширина составляет 107 сантиметров, а длина, как я уже говорил, 2 метра. Здесь может разместиться 1 взрослый, либо 2 ребенка. И еще одно немаловажное преимущество конструкции такой кровати по сравнению с обычным кемпером, где кровать находится в конце салона. Дело в том, что в процессе езды через окна, люки, а также заднюю щель дверей попадает много пыли, различной грязи, пух и так далее, которая собирается на поверхности кровати. Это, я думаю, не очень приятно. В нашем случае мы избежали этой проблемы, так как кровать прижимается плотно к потолку и туда ничего не попадает. А сейчас я вам покажу нишу, куда мы кладем наши подушки и одеяло. Она размером 40 сантиметров глубина и ширина 90. Туда помещается все необходимое. И еще сейчас покажу, что находится под этим сиденьем и здесь. А под сиденьем у нас находятся инструменты, различные масла, фильтры, ну и так далее. А в глубине дальше находится большой бак для воды, 60 литров. И он не один. Второй бак находится снизу под автомобилем на 40 литров. А под этим местом у нас находится бортовая электроника, компьютер, насосы для воды, а также переключатели между наружным и внутренним баком воды. Например, зимой можно закрыть доступ воды во внешний бак, чтобы она не перемерзла, и пользоваться только внутренним баком. Итак, друзья, давайте перейдем в заднюю часть автобуса, где нас ждет много интересного. На первый взгляд может показаться, что у нас нет ни душа, ни туалета. Но это не так. Но начнем мы отсюда. Это кухня, где у нас есть вот такой вот умывальник, а также газовая плита с 3 комфортками. Кто-то может сказать, что 3 комфортки это много. На самом деле, как показывает практика, это немного. Это само то. В нашем случае прямо оптимально. У нас, кстати, внизу стоят 2 газовых баллона, каждый по 5 литров. Этих баллонов хватает почти на полгода. Здесь у нас находится небольшой 60-литровый холодильник с морозильной камерой. Это абсорбер, не компрессор, поэтому работает гораздо тише. Сверху у нас ящик, где лежат различные чашки, тарелки, стаканы. Здесь у нас находятся принадлежности вилки, ложки, разные миксеры. Здесь у нас расположились крупы, мука, чай, кофе и так далее. Все кастрюли и сковородки находятся здесь. Там, как я сказал, находятся 2 5-литровых газовых баллона. И дальше у нас отсек для багажа. Над плитой находится управление печкой, горячей водой. Здесь также показывает количество грязной и чистой воды, заряд аккумулятора, управление насосом. А здесь кнопка управления кроватью. Опускать и поднимать. Также есть 220 вольт подключение, когда снаружи подключены. Сверху освещение. Такой вот вентилятор. Очень удобно, когда жарко. Когда жарко, мы включаем его ночью. Спереди открываем по бокам немножко. Опускаем окна. И весь свежий воздух проходит по верху, прямо по нам над кроватью. Очень комфортно. С правой стороны находятся шкафы. Сверху 2 и 2 снизу. Слева мои вещи. Места достаточно. Я даже половину вещей увез домой.
потому что мешаются. У Оли места еще больше. Эти два шкафа более вместительные. Здесь у нас есть также зеркало. Ну и снизу такой же большой. А то, за что мы ценим наш автодом, находится за этой дверью. Давайте посмотрим, что там такое скрывается. А здесь у нас находится большой, я бы даже сказал, огромный умывальник. В нем можно мыть голову и даже стирать вещи. Далеко не в каждом автодоме умывальники такого большого размера. Справа у нас кран. Его можно использовать так, либо здесь есть крепление еще одно. Вот. Идем дальше. Когда мы убираем умывальник, то снизу у нас виден унитаз. Вот он. Чтобы уединиться и воспользоваться унитазом, нужно сделать следующую манипуляцию. Наша дверь состоит из двух частей. Вторая часть откидывается и фиксируется здесь. Затем вы просто закрываете шторкой, которая крепится на магнитах. Вот так. Вот такая простая конструкция. Но это же еще не все. Чтобы воспользоваться этой кабиной как душем, необходимо выдвинуть нижний поддон. Вот так. И теперь мы можем спокойно принимать водные процедуры. Места здесь много. Высота примерно 1,86 м. Лейка берется отсюда, ставится сюда и закрывается кабинка, как и прежде, на магнитах. Все, готово. Во время водных процедур никто не мешает второму члену экипажа находиться на кухне и готовить. Для этого достаточно места. Вот такая вот интересная конструкция. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как вы видите, ниша для душа небольшого размера. Ее глубина всего лишь 45 сантиметров. За счет этого маленького объема сохраняется большое пространство внутри салона. Также здесь находится внешний душ. Можно спокойно принимать водные процедуры. А чтобы не было вас видно, мы вешаем здесь шторку. Также здесь находятся ящики, в которые я складываю различные принадлежности. Например, для рыбалки, различные запчасти, продукты, овощи, фрукты. А также вдоль стенки я прикрепил удочки. И здесь же находится встроенная горловина для заправки чистой водой. У меня есть шланг. Здесь просто чик, подсоединяешь и другой конец прикручиваешь к крану. 100 литров чистой воды, как я уже говорил, помещается в этом автобусе. Раскладные стульчики мы крепим на дверях. Как оказалось на практике, выход через задние двери очень удобная опция. Мы используем ее так же часто, как и выход через боковую дверь. Особенно в случае, когда, например, опущена кровать, то выйти гораздо удобнее сзади. Или когда на парковке в магазине вы приезжаете, и загрузить продукты тоже удобнее через заднюю дверь, нежели щемиться между машинами. И тут сразу же кладешь их в холодильник, либо по полочкам. Вот такая штука. Если убрать столик, то можно заметить люк для кассеты туалета. Также я использую вот такой вот преобразователь. Дело в том, что в Латинской Америке, да и во всей Северной и Южной Америке везде 110 вольт. И чтобы оборудование автобуса могло спокойно работать, то этот преобразователь преобразует 110 в 220, и все функционирует как дома. Перед отправкой в Южную Америку я хотел прикрепить здесь сзади запасное колесо. Вещь, конечно же, полезная, но не стал делать, так как очень некачественные дороги и большая тряска и все такое могут деформировать дверь и повредить крепление. А вот если ездить по Европе, то, конечно же, я это сделаю. Там все-таки асфальт и более удобные условия эксплуатации. Что касается электропитания, то на крыше установлена солнечная панель 155 Вт.
в сочетании с бустером быстрой зарядки батарея заряжается в течение пару часов. В конце могу сказать, что выбор именно автобуса Mercedes Sprinter был абсолютно правильным. Эта машина показалась с очень надежной стороны. Мы ни разу не разочаровались. Особенно если учесть то, что к поездке мы практически не готовились. За один день мне установили бустер для быстрой зарядки батареи, мы пошили шторы, я купил в магазине кое-какие запчасти и инструменты, и мы двинулись в дорогу. Когда мы добрались до Гамбурга, я поставил новые шины, новый аккумулятор и поменял масло с фильтрами. Все происходило очень быстро, можно сказать, спонтанно. Был вопрос по поводу автономности этого автодома. В нем можно спокойно провести 3-4 дня без проблем. С электричеством вопросов не возникает, только с водой. 100 литров на двоих 4 дня – это оптимально. Можно и больше, если экономить. Когда смотришь на свой автобус, покрытый пылью и дорожными приключениями, невольно задаешь себе вопрос: а взял бы я снова такой же автобус с такой же конфигурацией, как мой? И этот ответ, безусловно, да. Эта конфигурация не просто набор технических характеристик, а баланс между надежностью, комфортом и практичностью. Итак, друзья, наши планы на ближайшее время. Мы решили подождать получения американской визы еще 4-5 месяцев. Если после этого никакого положительного ответа не получим, то отправим наш автодом на другой континент. Параллельно с этим у нас возникла идея предложить наш автодом новому владельцу. Это уникальный шанс для тех, кто мечтает о таком же путешествии по Латинской Америке, как это сделали мы. Это предложение очень выгодно, так как каждый из нас сможет сэкономить более 5000 евро, потому что не придется отправлять автобус через океан, а также связанные с этим дополнительные расходы. Если вам близка эта идея, то свяжитесь с нами, и мы обсудим все детали этого предложения. Переоформлять документы здесь во время путешествия не потребуется. Это предложение действует в ближайшие 4 месяца, до тех пор, пока мы либо не отправим автобус на другой континент, либо не получим визу в США. Так что, если вы хотите стать новым владельцем нашего дома на колесах, начать свой путь и при этом сэкономить, пишите. Будем ждать. Вы можете начать путешествие по Латинской Америке в разном темпе. Быстрее, медленнее. У нас это заняло больше 2 лет. Но многие путешествуют короткими этапами. 2 месяца, месяц и улетают домой, оставляют машину здесь, и потом возвращаются и продолжают свое путешествие. Каждый выбирает свою дорогу. Если вам понравился обзор, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить.